Всем привет! Дорогие друзья, мы приглашаем вас сегодня в путешествие в город, которого нет. Это будет не только увлекательное путешествие, но еще и очень красивое, можно сказать, услада для глаз. А что же, Лариса, это за город, интересно? А у нас именно на этом пирсе есть подсказка. Сейчас мы ее посмотрим. Давайте посмотрим. Вот и первая подсказка. Евангелие от Матфея. «И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых». Это самая северная часть древнего когда-то Капернаума. И сейчас этот участок находится в ведении Управления парков и природы государства Израиль. Здесь очень красиво все оформлено. Мы видим такую декоративную лесенку. Здесь также оканчивается Евангельская тропа. И это место очень популярно у христианских паломников со всего мира. Нужно сказать, что Управление парков государства Израиль провело колоссальную работу здесь, на руинах древнего Капернаума. Мы видим еще одну замечательную подсказку о том, как были призваны к апостольскому служению одни из первых учеников Иисуса Христа. В данном случае это Симон, называемый Петром, или Шимон по-еврейски, и Андрей, который известен в русской традиции как Андрей Первозванный. Они были практически, здесь мы видим, простыми рыбаками, а стали впоследствии ловцами душ людей. В греческом произношении Капернаум, в еврейском Кфарнаум, поселение некого Наума или еще поселок Утешения. К первому веку нашей эры из рыбацкой деревушки значительно разросся и стал довольно-таки известным местом, скорее всего потому, что стоял на пересечении торговых путей по пути к Дамаску. Апостол Матфей, согласно Евангелию, был сборщиком налогов, вероятно, той самой таможни, которая и контролировала этот торговый путь. Поэтому в городе присутствовал римский военный гарнизон. В Новом Завете Капернаум упоминается настолько часто, что уступает лишь Иерусалиму. Город становится центром деятельности Иисуса Христа. Но судьба разрушения и исчезновения Капернаума уже была предсказана Иисусом Христом. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не низвергнешься». В результате персидских и арабских войн VII века, опять же вспомним про землетрясение, город приходит в упадок, и жители оставляют его. С тех давних пор и до нашего времени это лишь руины некогда процветавшего города, его археологический и духовный памятник. Как интересно, ты идешь по современной лестнице, сделанной из современного камня, а осознаешь, что ты находишься в руинах древнего Капернаума, Да, который когда-то был такой очень серьезной цивилизацией. Лариса нам показывает еще одну интересную иллюстрацию. Я ломаю голову, что же это такое?
Расскажи Мне чисто внешне напоминает сумки. Большую, среднюю, маленькую. Ничего себе, такие модненькие сумки, да, современные. А мне напоминает гири для занятия тяжелой атлетикой. Но это уже ближе. Это уже ближе к настоящей Серьезно? теме. Да, потому что это действительно тяжесть. И для чего же она использовалась в античном мире? Это якорь. Якорь из огромного базальтового камня, который использовали в античном мире рыбаки. То есть получается, что Симон, нарицаемый Петром, и апостол Андрей Первозванный могли таким пользоваться вполне, как рыбаки. Безусловно. И живущие не здесь. только они, и многие другие рыбаки использовали Ничего себе. именно такие якоря. А вот так мог выглядеть замечательный галилейский рыбак. Вот так он буквально закидывал сети, чтобы выловить рыбу в море. Интересно. Здесь приготовлено много вот таких вот тенистых уголочков для гидов со своими туристами, а возможно для духовных лиц со своими группами. И вот здесь, например, на базальтовых камнях мы можем видеть гору блаженств с храмом. А вот здесь евангельский треугольник: Капернаум, Тапха и гора блаженств. Ну и, конечно же, здорово, что здесь вот на террасах, устроенных из базальтовых камней, разбит большой-большой парк. Парк, который представлен местными растениями, деревьями и кустарниками. Это, конечно же, и гранаты, и виноград, и оливковые деревья. Сразу передо мной это рожковое дерево, дерево Иоанна Предтечи, например. В общем, очень, конечно, здорово. Потрудились на славу. И сейчас это место вновь возрождается после некого забытия. Сейчас увеличивается количество туристов, прибывающих сюда. И, конечно же, это место вновь оживет. Смотрите, я иду по аллее. Но это не просто аллея. Это самое окончание знаменитой евангельской тропы. Ну вот, мы в конце евангельской тропы, в Капернауме. А начинается она в городе Назарете прямо с горы Свержения. Идет возле Каны Галилейской, Карны Хитим и горы Арбель. Вдоль северо-западного берега Галилейского моря. По этой евангельской тропинке несколько десятков шагов приведут вас к православному участку Капернаума. Ворота волшебным образом отворились. И прямо перед ними разгуливал павлин, да еще и с раскрытым хвостом. Не часто можно такое увидеть. Ну давай, покажись нам. Подумаешь, павлин-мавлин, я тоже неплох. В общем, павлин с хвостом занял всю проезжую часть и уходить совсем не хотел. Пришлось вежливо попросить, без пиетета не обойтись. Боюсь. Вот смотрите, совершенно меня не боится. Пойдем. О, я его трогал уже перед. Мой хороший. Какие у тебя клеи. Смотрите, какие шоколадные. Ой, Яша. Яша хороший. Первый раз я вижу. Ты мне позируешь? Ты не боишься меня? Яшенька, ну что ж такое? Ну что, спустил хвост, можно проехать.
Дорогие друзья, одним из первых объектов, которые встречают нас на участке православного Капернаума, это вот это дерево. Огромное, раскидистое, очень красивое и необыкновенное. И очень часто его идентифицируют совершенно неправильно. Чего я только не слышала. И гинка билоба, и сикамора. На самом деле это действительно фикус из рода фикусовых, но называется он фикус религиозный или фикус священный. И это священное дерево Будды. Торжественный крик павлина. Под этим деревом в VI веке до нашей эры принц со сложным именем, я запомнила только Гаутама, обрел просвещение или пробуждение. И с тех пор это дерево стало священным, это дерево Бодхи, священным в буддизме в Индии. Вот такое удивительное дерево растет здесь на участке. Но если говорить еще о фикусах Израиля, то завезли сюда фикусы в конце 19 столетия. И они очень-очень здесь прижились, разрослись. И в других городах они в огромном количестве, прям целые фикусовые аллеи. В общем-то, климат, природа Израиля очень подходит для этого вида деревьев. Посмотрите, какая громадина, какая роскошь, какой у него великолепный ствол, просто необыкновенный. И такой он со всех сторон. Как хорошо быть здесь, на северо-западном берегу Галилейского моря, или озера Кинерет, как принято его называть в Израиле. Эта часть северо-западного побережья принадлежит греческой православной патриархии, и здесь находится монастырь 12 апостолов. Очень непростая, сложная судьба становления этого монастыря. Еще в начале 20 века этот участок был приобретен примерно 1/3 древнего Капернаума Иерусалимской православной греческой патриархией. И они, как могли, обустраивали это место, и даже к 1931 году построили здесь православный храм 12 апостолов, который сейчас очень хорошо известен. До 1948 года участок развивался, как могли, поддерживали его монахи Иерусалимской патриархии. Проблемы начинаются с объявления государства Израиля 1948 года, когда он оказался в приграничной опасной зоне, потому что на той стороне голландских высот была Сирия, и это место оказалось в запустении. Вплоть до того, что до 1967 года здесь друзы-коровники устраивали на месте храмов. Трудно это сейчас поверить, но тем не менее такой факт был. А восстановление начинается где-то с 1973 года, потому что после войны шестидневной 1967 года это становится полная территория государства Израиль, включая голландские высоты. И 1973 года усилиями Василия Цафериса и известного с греческими корнями израильского археолога здесь также проводятся археологические раскопки. И были найдены артефакты VII века. Многие артефакты. С тех пор монастырь активно развивается, и новый импульс в его развитии в начале 90-х годов происходит, когда сюда с Северной Греции прибывает монах Иринарх, он развивает этот участок, реставрирует храм, он приглашает целую команду художников-реставраторов из Северной Греции, своих земляков, знакомых ребят, которые в том числе выполнили росписи внутреннего пространства интерьера храмов на горе Фавор, на месте преображения. Эта же команда реставраторов выполнила замечательные росписи здесь, внутри храма 12 апостолов. А вот сейчас мы слышим с вами веселую музыку. Кажется, что же такое, что случилось? А это выходят паломники, туристы в открытое море Галилейское. И, так сказать, для них целое событие. Обычно поднимается флаг той страны, из которой прибыли паломники. Это или, наверное, испаноговорящие какие-то паломники.
Не могу понять, какой, чей флаг, но неважно. В 90-е годы этот храм был практически полностью перестроен и реконструирован. Поэтому мы видим сейчас уже такой обновленный, замечательный храм во имя 12 апостолов на северо-западном побережье Галилейского моря с характерными розовыми куполами. И меня часто спрашивают, почему розовые купола, Павел? Ведь для островной Греции характерны обычно голубоватые, такие синие, голубые цвета. А мне объяснил вот отец Иринарх, местный настоятель, старший монах, что это символизирует купола, цвет Пасхи, воскресения Христова. Так как Христос воскрес в Иерусалиме здесь, в Святой Земле, поэтому купола храмов в Капернауме красного цвета, цвет Пасхи. На пути к храму не может не обратить на себя внимание вот эта потрясающая беседка в тени раскидистых ветвей тутового дерева, шелковичное дерево. Обрезанное специальным образом, оно и создало такую широченную крону и вот эту потрясающую тень и беседку. Трапеза, стол. Очень здорово. Всегда обращает на себя внимание это место. Эта аллея ведет к храму, тоже очень красивая, тоже утопает в зелени. Мне всегда задавала себе вопрос, вот интересно, глядя на вот эти колонны, мне кажется почему-то, что их поставили наоборот. То есть вверху это основание колонны, а внизу это капители. Как вы думаете? Я люблю еще и вот это дерево. Эвкалипт. Очень мощный, очень старый. Посмотрите, какие у него наросты. Красивейшее дерево. Так вот, как-то мы были свидетелями тому, что уже смеркалось, солнце ушло уже к закату. И все павлины на участке, они потихоньку стекались к этому дереву, взлетали и устраивались на ночлег, я думаю, на ветвях этого мощного эвкалипта. Кстати, запах очень хороший, тоже он разносится повсюду. Ну и вот этот, я его называю дикобраз. Смотрите, какой отличный куст, какой красивый, круглый такой куст, потрясающий. Не знаю, не могу сказать, как он называется, но очень мне нравится его форма. Эдакий свернувшийся в клубок ежик. Еще один небольшой урок по ботанике. Это кориса. Очень тонкий запах, очень хороший запах. Вот такие небольшие красивые цветочки. И смотрите, уже созрели ягоды. Но кориса относится к семейству куртовых, а куртовые – это ядовитые растения, очень ядовитые. Но что самое интересное, вот эти ягоды, скоро они поспеют и будут красные, очень вкусные и совершенно не ядовитые. Вчера я, кстати, даже одну попробовала, жива, как видите. Поверив на Ларисе на слово, я решил попробовать это гурме. Плод корисы, ягода такого вот светло-красного цвета. Ну, давайте пробовать. Давайте. Что же мне это напоминает? Есть что-то от крыжовника, смородины и от инжира. Между инжиром, смородиной и крыжовником. Вот такое сочетание. Самый настоящий деликатес. Этот колокол
был пожертвован монастырь святителя Николая, чудотворца, в старом городе Иерусалима, недалеко от гроба Господня. Ну, потом, по-видимому, он пришел в непригодность и был передан сюда, на участок 12 апостолов. Где же он был произведен? Обычно такие колокола делали на заводе Финляндского, весом 5 пудов. Ну, здесь мы знаем точно, написано на этом самом колоколе, что он был на заводе Финляндского произведен. Мы видим надпись, куда был пожертвован этот колокол, и гравировка также имен жертвователей на помин души. Вот здесь в две полосы, в два ряда идут имена. Икона Божьей Матери в центре. Завод Финляндского находился недалеко от Москвы. Это был один из ведущих, была Клима Самгина и завод Финляндского. Два центральных завода, которые производили в дореволюционной России колокола. И немало колоколов и Финляндского, и Клима Самгина оказались в том числе в Святой Земле. Вот этот мы видим в данном случае в монастыре 12 апостолов. Здесь ощущаешь себя как будто в маленьком райском уголке. Отсюда не хочется уходить. И обязательно поблагодарим за это монаха Иринарха. Ведь именно его старания и любовь так преобразили некогда заброшенный участок. Наверняка, глядя на закрытые в храм двери, вы уже задались вопросом, а увидим ли мы внутреннее убранство храма? Конечно же увидим. Такую яркую, радостную роспись храма увидеть просто необходимо. Храм начали расписывать в 1995 году. Художник Константин Дзумакис. Впервые, когда мы увидели этот храм в 2005 году, он был расписан лишь частично. Работы надолго приостанавливались из-за отсутствия средств, но уже в 2008 году работы по росписи начались снова. И вот он, храм, во всем великолепии. Росписи иллюстрируют евангельские события, знамения и чудеса, которые совершил Иисус Христос здесь, у берегов моря Галилейского. Мы видим и ветхозаветных праведников и пророков, и евангелистов, и христианских святых. Многих исцелил Иисус Христос в Капернауме. Эти сюжеты тоже присутствуют в росписях храма. Это исцеление парализованного, которого друзья внесли в дом, разобрав крышу из-за множества людей у входа, и исцеление тещи апостола Петра и слуги римского сотника, и воскрешение дочери начальника синагоги, и еще, и еще. Это копия удивительной иконы VI века из Синайского монастыря святой Екатерины. Оригинальную икону «Христос Вседержитель» подарил монастырю император Юстиниан. Это самое древнее сохранившееся изображение Иисуса Христа. Копию иконы в древней технике энкаустического письма выполнил израильский художник Борис Аксельрод. Особо почитаемая икона храма – страстная икона Божьей Матери, которая являла немало чудес. Пожалуй, нет ни одного посетителя храма, который прошел бы мимо этой росписи на западной стене. Это второе пришествие Иисуса Христа или страшный суд. Каждый персонаж, каждая деталь этой росписи очень символична. Внутреннее убранство храма впечатляющее, оно и радует, и заставляет задуматься. Пик развития города Капернаума пришелся на византийский период, с 4 по 7 века. Тогда город разошелся вдоль береговой линии, практически от теперешнего участка Общества охраны природы и парков Израиля до Тапхи. То есть береговая линия составила порядка 3 километров. Это был колоссальный объем для античного периода. И мы находимся примерно сейчас в центре, ну, немножко в северной части
древнего Капернаума. Впервые, когда я прибыл на этот участок, это был примерно 2005-2006 год, может быть раньше даже, уровень воды, во всяком случае в 2006 году, я точно помню, был как вот сейчас мы видим. Очень серьезный. И вот последние 2 года, то ли сезон дождей хороших, то ли дамбу Дгани не спускает, я не знаю, как объяснить это явление. Очень много воды даже летом. Смотрите, я помню времена, когда мы вот спускались почти до вот этих вот кустарников, вода отступала настолько. А сейчас воды очень много в озере. Очень важно подготовиться к съемкам к жаре в экстремальных условиях. Ведь наш дрон Миша, или беспилотник Миша, который вы знаете по предыдущим сюжетам, работает только до 42 градусов в условиях жары. И чтобы он не получил тепловой удар, давайте померяем температуру. Мы взяли с собой специальный градусник, и он показывает 35 градусов по Цельсию. Значит, Мише можно лететь. Пока я гуляла здесь, вспомнила еще один очень интересный факт, связанный с израильскими фикусами. Дело в том, что 40 лет назад фикусы Израиля стали хулиганить. Каким образом, спросите вы, что это еще за хулиганство? Они стали мусорить. И мусорили они своими плодами. А что, до этого фикусы не давали плодов? А вот и нет, до этого не давали. В чем дело? А дело в том, что в Израиле вдруг появились индийские осы. И вот эти индийские осы стали опылять фикусы. Совсем не хочется покидать это место. Но у нас есть еще одна цель. Поэтому хочешь не хочешь, в какой-то момент приходится уходить. Еще раз большое спасибо за все отцу Иринарху. Пока ехали дальше, встретили плантацию манговых деревьев. Эти плоды просто напросились в кадр. Мы подходим к участку католического Капернаума. Привлекает внимание скульптуры и декоративное оливковое дерево. Вход стоит символические 5 шекелей. Напомню, только что мы были на православном участке, теперь знакомимся с католическим. Именно здесь мы встретимся с руинами Капернаума, увидим его древнюю синагогу и немного странный по форме современный христианский храм над местом дома апостола Петра, где неоднократно останавливался Иисус Христос. Наиболее красивые и интересные находки археологи выставили в своеобразный музей под открытым небом с элементами декора украшений. Рассматривая подобные произведения репрезентативного искусства, каждый раз восхищаемся прошедшей через тысячелетия работой рук древних камнерезчиков. Уютная тень фикусов и скамейки располагает к отдыху. Отсюда видно и руины древнего города, и синагогу, и храм. Начнем с Капернаумской синагоги, пока храм закрыт. Расцвет жизни общественной, культурной, социальной, религиозной Капернаума пришелся на византийский период, 4 по 7 века. И именно в этот момент
здесь была построена известная Белая синагога, которую посещают сотни тысяч людей в год. Давайте заглянем внутрь. Что же здесь есть такого интересного? Белая синагога имеет для античного времени просто огромные размеры. Это говорит о том, что это была богатая иудейская община. Примечательно, что в византийский период здесь сосуществовали иудейские и христианские общины. Как мы видим, руины Белой синагоги поражают воображение своим величием. Здесь используется белого цвета камень, который могла позволить только состоятельная община. И в то же время в Капернауме существовала и христианская община, и у нее тоже было место для богослужений. И посмотрите, этот храм находился буквально в нескольких метрах. Видите, это современное сооружение такой формы своеобразной. Оно как раз это современный католический храм, покрывающий руины дома Петра восьмисторонней октагональной формы. То есть рядом две общины, иудейская и христианская. Примечательно, что древняя паломница Игерия, посетившая Капернаум в конце IV века, упоминает Белую синагогу как синагогу Христа. Но Игерия не знала тогда, что это, по сути дела, более позднее сооружение, всего лишь на фундаменте евангельской синагоги, от которой осталась только нижняя часть. Вот здесь, в этой северной части синагоги, есть базальтовые вкладки и еще в южной такие же, которые, собственно, относятся к более раннему сооружению. Вот здесь очень хорошо видно по цвету разницу между Белой синагогой IV века, выполненной из белого камня, и евангельской синагогой периода Христа. Вот видите, из базальтовых пород камни ниже, кладка, показывают нам разницу. Таким образом, мы видим вот такое совмещение евангельской синагоги и белой синагоги византийского периода. Что, конечно, поражает воображение. Действительно, Библия в камнях, в буквальном смысле. Посмотрите, рядом с современной католической церковью, которая возвышается над местом дома Петра, древней церкви октагональной формы, расположился целый древний квартал Капернаума. Какие правильные формы, дворы и комнаты, где проживали люди. Все выполнено из базальтового камня, в отличие от Белой синагоги, который выполнен из известняка. Современный храм, поднятый на мощных сваях, это своеобразный футляр, сохраняющий три археологические состояния этого места. Дом апостола Петра, в котором собиралась первая иудео-христианская община. Скорее всего, что в этот период еще жили люди, знающие и дом апостола Петра, и то, что в этом доме гостил Иисус Христос. Археологами были найдены многочисленные христианские граффити, масляные светильники, расписанные стены, утрамбованный пол первого века нашей эры, и совсем не было обнаружено кухонной посуды. Это и еще некоторые находки свидетельствуют о том, что здание использовалось только в религиозных целях. К концу IV века первоначальная церковь-дом была расширена. О ней пишет испанская паломница Игерия, посетившая Капернаум в конце IV века, но упоминает, что стены дома святого Петра сохранились. В середине V века над первоначальными постройками выросла октагональная церковь с названием «Дом святого Петра», и ее вспоминает в своих записях безымянный паломник из Пьяченца. Мозаики и стены этой церкви мы видим сейчас. Руины Капернаума впервые обнаружили в 1838 году. Несколько археологических экспедиций проводили исследования немного в XIX и активно в XX веке. В 1990 году над древними руинами выстроили новую церковь. Разноцветные кусты бугенвиллей – достойное украшение любого ландшафтного дизайна. А между тем храм открыли. Самое время подняться по лестнице и зайти внутрь. Со всех сторон в панорамных окнах мы видим прекрасные пейзажи берегов Галилейского моря. Немного напоминает храм Антонио Барлоцци на месте Нагорной проповеди Иисуса Христа.
В самом центре, внутри ограды под стеклянным полом, мы видим уцелевшие руины дома апостола Петра и 2 византийских церквей. Да, хорошо пройти по таким местам. Вы знаете, я не ощущаю, что сейчас вот июль, жара. От моря исходит какая-то прохлада и такой бриз. И такая тишина и спокойствие. Это вот что я могу передать сейчас вам с этих мест. Необыкновенно, просто необыкновенно. Как гармония природы, погоды, уникального биотопа в виде этого чудесного Галилейского моря и глубины истории, которая потрясает воображение любого путешественника. Посмотрите, какой размер замечательной голубой агавы. Это, конечно, мексиканец, который живет здесь, в Святой Земле. Для Святой Земли это нетипичное растение. Обратите внимание, что сейчас 2 часа дня и появились некие волны, правильно? Дело в том, что происходит здесь, на берегу озера, очень интересное явление. Нижние слои воды не прогреваются, они остаются прохладными, а верхние слои за день нагреваются. И воздух их начинает прибивать к берегу, и в результате образуется волнение. Иногда после 2 часов поднимаются такие волнения, что было опасно выходить даже рыбакам в море. А вчера мы зафиксировали здесь волнения гораздо больше, потому что разница была между холодным и теплыми слоями значимая, и ветер серьезный сделал свою работу, гнал волны к берегу. И происходит такое, особенно в летний период, когда эта разница колоссальная между холодным слоем воды и нагревшимся верхним теплым. Поэтому это явление, разница температуры в слоях воды, вполне объясняет евангельское событие укрощения бури. Обратите внимание, здесь оборудовано место для совершения богослужения. Это алтарь, а вокруг находятся верующие. Алтарь имеет направление на восток, как положено, и верующие молятся прямо под открытым небом. Паломники, наверное, это для паломников больше, конечно, актуально, на священных берегах моря Галилейского. А я в восторге, просто в восторге от вот этого благоустроенного места, круга для групп паломнических, туристических, для разговоров, для молитвы. И просто посидеть и посмотреть в тишине на Галилейское море. Очень здорово, мне очень нравится, как благоустроено это место. Вообще Капернаум и православный, и католический – великолепные места. И вот смотрите, буквально на глазах, за несколько минут во время съемок поднялись волны. Началось волнение после 2 часов дня. Да, то явление, которое я вам объяснял. Невероятно. Вот. Ветер гонит теплый слой воды к берегу прямо на ваших глазах. И волнение. Это волнение может быть больше, может меньше, в зависимости от контраста температуры, в зависимости от ветра. Ну, сегодня среднее, вчера было сильнее. Мы не нашли лучшего места, чтобы попрощаться с вами, как берег Галилейского моря. Правда, Ларис? Да. С нас сошло не 7, а 27 потов. Но мы надеемся, что наши труды не прошли даром, и вам понравился этот сюжет. Здесь действительно хорошо в любое время года, и даже в начале августа, в конце июля, при 40-градусной жаре. Просто благодать. Счастья вам, здоровья, удачи и благополучия. И огромный привет Святой Земли Израиля. До следующих встреч. До свидания. Смотрите нас.